Приветствую всех на канале Скользкая Механика. Сегодня мы будем менять масло в воздушном компрессоре. Вот такой вот у нас компрессор, красавец. Quattro Elementi, типа итальянец, скорее всего, сделан в Китае. Объем ресивера 24 литра. Давление максимальное 8 бар. Производительность на входе 280 литров хавает. На выходе 100, кстати, затерлась, 170 выдает. Так, согласно регламента прописано через 50 часов поменять масло. У меня как раз подошло примерно 50, может быть 52-48 часов. Я периодически записываю, поэтому где-то примерно так и есть. Пора менять. С магазина масло уже свое отработало. Короче, задача довольно простая. Надо слить старое масло через вот эту вот дырку, через смотровое окошко, и залить новое вот сюда, в верхний щуп, или как его назвать, через верхнюю пробку. Ну, задача такая себе, справится, мне кажется, даже олигофрен. Поехали. Так, из инструмента нам понадобится ключ. Хрен его знает какой, любой ключ, который подойдет по размеру гайки. Она должна быть не так сильно затянута. Ко второй гайке тоже ключик бы не мешал. Она затянута не сильно, пластиковая чисто, чтобы не расплескивалась. Больше как воздушный клапан работает. Резиновое кольцо тут уплотнительное. Просто снимаем. Так, верхнюю крышку обязательно снять, иначе снизу хреново будет выбегать без доступа воздуха. Так, откручиваем нижнюю. Как бы это все сделать одной рукой-то, чтобы и вам видно было. Так, я так откручиваю, потому что мне просто до машины идти лень за нормальным ключом. Так, ослабили гайку, нормалек. Еще момент. Нужна тара для слива масла. Если не хотите зафакать все вокруг, сейчас мы ее... Да не, может, и не будем ни хера. Сейчас я наклоню просто компрессор вниз. Жугельме. Давай еще. Да, сойдет. Так. Гнали, устанавливаем тару. Лучше работать в резиновых перчатках. И, блин, лень, как всегда было это все взять. Все хочется побыстрее. Времени нет на подготовку. Так. Откручиваем гайку. Да, нам понадобится еще герметик какой-нибудь. У меня это будет фасадный серый полиуретановый герметик. Я не знаю, подойдет он, не подойдет. Вообще нужен маслостойкий герметик. Я буду использовать этот, потому что у меня другого просто тупо с собой нету. А поменять надо сейчас. Вот, но вам рекомендую подготовиться и купить тюбик маслостойкого герметика. В любом автомагазине он есть. Вообще любой, какой угодно герметик берете, подойдет. Так, сейчас попробуем установить камеру. Как-то так, блядь. Так, попробуем так. Все выкрутили. Эй, гайку отдай. Гайка еще пригодится. Ну и все, и сливаем маслице. Вообще его там должно быть литр. Я не знаю, как сольется.
Ну, явно не литр. Так, будем считать, что все стекло. Так. Ага. Так. Масло. Я бы не сказал, что оно грязное. Ну, грязное такое себе. Можно было еще поездить, как говорится. Ну, раз написано 50 часов, значит, надо поменять через 50 часов. Причем имеется в виду не 50 часов, что с момента, как вы его завели, а 50 моточасов. То есть 50 часов наработки. В день вы работаете, допустим, час, а потом он у вас стоит. Вот такие вот часовых дней 50. Вот в конце лета поменяете масло, если в начале купили компрессор. Но поменять надо обязательно, если хотите, чтобы он у вас работал не только год, и не только гарантийный период, но и дольше. Так, зачищаем место под посадку. Да, кстати, можно еще его слегка промыть. Я вот взял компрессорное. В принципе, в такой компрессор для бытовых нужд пойдет вообще любое компрессорное масло. Абсолютно любое, без разницы. Я вот взял Газпром, потому что оно в наличии просто было. И оно максимально дешевое. Вот, еще давайте мы его промоем. По возможности, там, как получится. Пробочку на место немножко вернем. Нового масла ливанем чутка. Так, чисто. Грамм 50. Угу. Туда-сюда его поболтаем. Не очень профессионально выглядит, согласен, но не до жиру. И все, и тоже его сольем. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Угу. Так, все это мы подотрем. Не надо ничего оставлять тут грязи всякой. Все, вытрем, масло уберем, подтеки. Вытираем все детальки, подготавливаем к монтажу. Если есть возможность поменять резинку, то лучше поменять ее. Резинку на сливной пробке, она же смотровое окошко. Чем чаще меняете уплотнение, тем меньше шансов, что они побегут. Но если они не бегут, то лучше их не трогать. Так, герметик. Берем герметик. Чпоньк. Туда его. Почему нужен маслостойкий герметик? Потому что при контакте с маслом, масло это нефтепродукт, как-никак, углеводороды, они разъедают много веществ, являются растворителем для многих веществ. И поэтому нужен именно маслостойкий герметик, чтобы у вас он в сопли не превратился при эксплуатации и не перестал обеспечивать герметичность. Все, закручиваем на место. Сейчас подотрем, чтобы было аккуратненько все это выглядело. Ай, красота, новый такой не был. Так. Также протрем верхнюю пробочку.
Угу. Теперь перед заливом нужно установить компрессор на горизонтальную плоскость. Для чего? Для того, чтобы залить необходимое количество масла. Ни больше, ни меньше. Потому что уровень будет показывать именно на горизонтальной поверхности. Чтобы не расплескать масло, можно взять какой-нибудь гвоздь или, да не важно что, любую херовину, щуп, на машине щупом пользуются. Просто туда засовываете и вдоль нее начинаете аккуратненько лить. И она, попробую руку развернуть, прям по этой фигне будет стекать. Не расплескиваясь ни туда, ни сюда, по сторонам. Все аккуратненько заливаем новое чистое масло. Вот видно, нет, бежит прямо по саморезу. Четенько. Никуда не торопимся. Лучше подольше масло заливать, чем потом его с пола из компрессора стирать. Льем до отметки. В моем случае это красная точка посередине смотрового окошка. У вас может быть полоска, риска, так называемая, ну или что-то еще. Может быть щупка у кого-то, но я такого не видел. Так, залили масло по середине красной точки, по отметке. На этом практически все. Сейчас возвращаем все на места. Верхнюю пробку закручиваем. Не обязательно ее ключом затягивать. Она там ни на что не влияет. Но уплотнение поджать надо. Вот там резиновое колечко. Просто можно от руки ее подтянуть. Оно обожмется. Этого достаточно будет. Вон, видите, кольцо раздавливает. Тут ключом вообще смысла нет тянуть. Вот буквально поджали колечко и все. Все, теперь протираем все и можно работать дальше. Рекомендую где-нибудь поставить отметочку, когда вы это сделали, потому что через следующие 200 часов наработки надо будет снова поменять масло. Я бы рекомендовал менять масло хоть раз в год, а еще лучше раз в сезон. Чем чаще будете менять масло, тем дольше будет работать техника. Смазка в механике — это главное. Ну и не только в механике. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал. И в следующий раз разберем что-нибудь более интересное. Не забывай.